Приветствую всех на канале Temp Models. Продолжаем сборку нашего Су-34. В этой серии полностью разберем, соберем и покрасим кабину вместе со всей ее внутренней начинкой. Подписывайтесь на канал и приступаем. Выполняйте левую двухминутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточка для перепуска. План работы сегодня такой. Сначала я показываю фрагмент инструкции со списком деталей для конкретного этапа, а затем сами элементы и то, как они снимаются с поддержек. Это поможет вам наглядно оценить объем работы и уровень проработки каждой детали перед тем, как они займут свое место в кабине. Деталей здесь немного, а благодаря продуманному расположению поддержек избавляемся от них довольно быстро. Большинство мест примыкания останутся невидимыми, но для идеальной стыковки в будущем я все же вывожу их за подлицо с поверхностью. Отдельное внимание на обилие тонкой проводки в закабинном отсеке. Здесь поддержки нужно удалять максимально аккуратно, чтобы случайно не снести этот ажурный рельеф. Одно неосторожное движение и восстанавливать такую детализацию вручную будет непросто. Первичная прикидка на сухую показывает, что сборка проходит штатно. Все сходится именно так, как и должно быть. Детали садятся на свои места без лишних усилий и доработок. Когда такая сложная геометрия стыкуется с первого раза, это значительно упрощает жизнь и позволяет не тратить лишнее время на ее подгонку. Следующий этап инструкции — детали полукабины. Здесь стоит акцентировать внимание на проработке. Производитель воспроизвел даже те элементы, которые обычно скрыты от глаз. Отчетливо видна вся проводка и приводы под креслами летчиков. Снятие с поддержек проблем не доставляет, на видимой части нужно лишь аккуратно убрать тончайшие, буквально волосяные поддержки в районе педального узла. Далее по инструкции перегородка кабины с дверью. К этому этапу нужно подойти максимально ответственно. Перед снятием поддержек обязательно возьмите свежее острое лезвие. Или, что еще лучше, ультразвуковой нож. Здесь очень много мелкой проводки выступающих элементов, которые легко повредить при неаккуратном движении. Спешка тут ни к чему, работаем медленно и чисто, чтобы сохранить всю заложенную детализацию. Ну и чтобы вы, как и я, долго не плутали по набору, дверь ищите не тут, а на плате с приборной доской. Она расположена именно там. Далее по инструкции идут основные элементы кабины. Здесь проектировщики действительно постарались над расположением поддержек. Все снимается очень легко, риск что-то сломать минимальный, а экономия времени на зачистку максимальная. Традиционно сделал проверку на сухую, детали встали в основной корпус модели без малейшего сопротивления. Далее снимаю и подготавливаю всю оставшуюся мелочевку. Сюда входят ручки управления самолетом, приборная доска, козырек, рама фонаря. Также подготавливаю и сами катапультные кресла. Работа с этими деталями требует максимальной концентрации. Они очень тонкие и детализированные. Кстати, для тех, кто потерял плафон освещения кабины, ищите его на раме фонаря, он находится именно там. И не стоит расстраиваться, что сам плафон отлит из черного фотополимера, а не из прозрачного. Учитывая, что деталь находится под самым потолком в глубине кабины, увидеть ее в собранном самолете практически невозможно. Все элементы кабины я покрываю серым грунтом от фирмы 128. Это отличный аналог грунтовки от Ганзы, практически полный ее заменитель по свойствам. Грунт довольно густой, поэтому при правильном разведении вы получаете внушительный объем готового состава. Он отлично ложится на фотополимер, создавая ровную матовую поверхность, готовую к нанесению базового цвета. Посмотрите, как после нанесения светлого грунта проявилась вся проводка и мелкая детализация. Серый цвет отлично подчеркивает объем и чистоту печати. На этом этапе особенно заметно, насколько глубокую проработку заложил разработчик в эту кабину.
И отдельно хочу пожать руку разработчику за раму фонаря. Несмотря на обильное количество тонкой проводки на ней, элемент снялся с поддержек очень просто и вообще без каких-либо потерь. Такая грамотная расстановка поддержек на хрупких деталях – огромный плюс к комфорту при сборке. На некоторых деталях с большими плоскостями я сделал небольшую неравномерную подложку белым цветом, хотя, если честно, особого смысла в этом на таких масштабах и в кабине немного. Покраску начинаю за кабинного отсека. Первым делом просто задуваю блоки оборудования в черный цвет. Они такие сами по себе, так что здесь никакой хитрости. Просто заливаем приборы базовым черным, как на реальном самолете. После черного подкрашиваю серые блоки. В закабинном отсеке аппаратура разношерстная, так что выделяю эти элементы согласно референсам. Далее маскирую блоки и покрываю рамы полок цветом авиационного грунта с добавлением легированной стали от Акана. Такой микс позволяет получить более правильный цвет и нужный оттенок. Далее, используя темперную краску, я подкрашиваю блоки и всю проводку в закабинном отсеке. Темпера хороша тем, что ложится очень укрывисто и матово, позволяя аккуратно выделить даже самые тонкие жгуты и разъемы. Далее выкрашиваю потолок закабинного отсека. Для такой тонкой работы я обычно использую кисти первого и нулевого размера. Далее с помощью старой кисти методом сухой кисти я прохожу по всей проводке. Это позволяет моментально добавить жгутам объем и выделить их на общем фоне. Для максимальной детализации добавляю на проводку хомуты и различные фиксирующие ленты. Это те самые мелкие акценты, которые связывают жгуты в единую систему. Перегородку со стороны закабинного отсека крашу в теплый серый цвет. На референсах он заметно отличается от авиагрунта. На двери имитирую сколы, как на реальных бортах. Расписывать всю перегородку вглубь не стоит. После сборки отсек перекроет почти всю площадь, и лишних деталей там просто не будет видно. Теперь заходим в саму кабину и начнем с пола. На референсах здесь отчетливо видны следы интенсивной эксплуатации. Сколы до авиационного грунта, а в местах постоянного контакта и до чистого металла. Эти эффекты я имитирую с использованием средства для создания сколов. Такой многослойный износ сразу добавляет кабине правильный рабочий вид и масштаб. Также не забываю сделать сколы и на самом породе на перегородке. За базовый цвет для кабины я взял серо-синий от Акана, но решил его немного доработать. Добавил пару капель синего, зеленого и немного белого из C-серии Mr. Color. Это позволило получить более точный и живой оттенок, который максимально соответствует интерьеру Су-34. На кромке двери я добавил сколы до авиационного грунта, а на самом полу при входе в кабину сымитировал липучки, на которые кладется коврик. Сделал их с помощью модельного скотча и капли суперклея. Такой мелкий штрих отлично работает на общую детализацию и делает интерьер более реалистичным. Далее, согласно референсам, покрасил всю проводку на перегородке со стороны кабины. Для покраски козырька приборной доски я использовал два оттенка черного, один посветлее, другой более глубокий и темный. Это помогает избежать монотонности и лучше проявляет объем детали. При работе с такими элементами всегда сверяйтесь с референсом. Именно мелкие нюансы и цветовые переходы в игре добавляют модели той самой долгожданной живости. Шторку покрасил в серый цвет и выделил складки сухой кистью. В районе педального узла важно показать активный износ. Здесь я добавил характерные сколы на полу, где краска постоянно вытирается обувью летчиков. Сам механизм педали выкрашен в серый цвет. Такое сочетание серого металла и облезшего пола в этой зоне отлично передает рабочую атмосферу реальной кабины.
Далее подкрашиваю мелкие детали, резиновые части и сами кнопки на ручках управления самолетом. Кнопки я крашу в цвет будущих декалей специально. Это такая страховка. Если при переводе декаль немного съедет или ляжет не идеально ровно, под ней не будет проглядывать базовый цвет ручки. И общая картина не испортится. Ну и опять-таки сухой кистью подчеркнул рельеф резиновых деталей. Далее перехожу к раме фонаря, сначала задуваю все в базовый цвет интерьера, а затем работаю по принципу от дальнего к ближнему, начиная с самых глубоких элементов и постепенно перехожу к тем, что находятся на поверхности. Такая последовательность позволяет аккуратно прокрасить все свои проводки и механизмов. При работе с рамой фонаря важно не упустить пару тонких моментов. Солнцезащитная шторка имеет разный цвет сторон, изнутри она зеленоватая, а снаружи бело-серая. Также обратите внимание, что сама рама имеет выраженный металлический оттенок, который отчетливо виден на фотографиях реальных машин. Эти цветовые переходы критически важны для того, чтобы кабина в итоге выглядела достоверно. Далее перехожу к наполнению самой кабины, прокрашиваю боковые стенки за рельсами катапультных кресел и всю оставшуюся проводку. Здесь я просто иду вслед за референсами, напечатанная деталь настолько точно повторяет оригинал, что мне остается только внимательно перенести цвета с фотографии реального борта на модель. Для имитации хомутов и стяжек я использую метод от обратного. Сначала рисую сами хомуты на проводке, а затем уже подкрашиваю жгуты основным цветом. Это здорово экономит время. Но вообще я очень надеюсь, что кто-то из отечественных производителей когда-нибудь выпустит декали таких хомутов в разных размерах и масштабах, учитывая, что они однотипные почти на всей нашей военной технике. Это бы колоссально облегчило жизнь всем моделистам. Покраску самой кабины начинаю с боковых стенок и характерной зеленой обивки. Для этого я использую два оттенка цветных чернил от Валеха. Они ложатся на деталь тончайшей пленкой, не заливая микрорельеф, и при этом создают очень реалистичные переходы цвета. Ну а далее все стандартно, сверяемся с референсами, поднимаем мелкие детали кистью. Также на этом этапе важно подготовить сами пульты приборов под дальнейшее нанесение декалей. Я прокрашиваю их базовые цвета, чтобы в будущем декали легли максимально естественно и не было проблем с несовпадением оттенков. Когда вся малярка закончена, приступаем к декалям. В наборе они выполнены отдельным блоком на единой подложке. Это удобно, и вы можете вырезать нужный фрагмент максимально близко к контуру приборной панели или пульта, что полностью избавляет от лишней борьбы со свисающими краями лаковой пленки. Декаль ложится точно по месту, и граница подложки после приварки становится абсолютно невидимой. Для приварки декалей можно использовать разные составы, но обязательно следите за их агрессивностью. Декаль довольно тонкая, и слишком сильная химия может ее просто испортить. В своей работе я использовал стандартный сет аэрософтера от Mr. Hobby, а также состав от фирмы 128. Они сработали мягко и позволили декалям идеально повторить сложный рельеф приборных панелей. Далее дело за смывкой. Не буду подробно рассказывать, как ее наносить, здесь все стандартно. Единственное, о чем стоит предупредить, работайте предельно аккуратно. 3D-детали в кабине очень тонкие и хрупкие, их легко обломить, если заливать все подряд. Поэтому действуйте точечно, смывка сама отлично рассечется по ажурному рельефу, делая печатную кабину еще более выразительной и объемной.
После смывки я немного доработал оттенок солнцезащитной шторки на раме фонаря с помощью масляных красок. Это позволило добиться более мягкого и естественного перехода цвета. Также прошелся по выступающим граням карандашом от АК. Такие точечные сколы добавляют кабине металлического блеска и подчеркивают ее рабочий износ. В завершении добавил немного следов грязи на полу и породе кабины. Это те самые места, где неизбежно скапливается грязь, пыль и песок с обуви инженерного и летного состава. Также с помощью пигментов добавил немного пыли на переднюю часть козырька приборной доски. Это место под самым фонарем, куда в реальном самолете не залезет ни одна рука, чтобы протереть поверхности. На модели такой эффект смотрится очень достоверно. Сами приборы и экраны многофункциональных индикаторов я залил прозрачным глянцевым акриловым лаком. Ну и для окончательного облика кабины необходимо покрасить катапультные кресла. Подробно останавливаться на их покраске я сегодня не буду, так как этой темы касались уже не в одном видео. Скажу больше, я планирую по-настоящему оторваться на них в одном из следующих проектов, где данное кресло станет ключевым элементом кабины. Надеюсь, что к этому моменту производитель учтет озвученные мной нюансы, и тогда мы получим просто бомбовое кресло с запредельной детализацией. Но что важно сказать именно сейчас, это то, что изделия от Temp Models объективно самые точные на рынке. Просто потому, что они создавались на основе реальных 3D-сканов настоящего кресла. Так что за геометрию и соответствие прототипу здесь можно вообще не переживать, попадание 100%. Тем не менее, я все же укажу на несколько ключевых моментов, обратите на них внимание при работе, чтобы ваше исполнение этих кресел выглядело максимально эффектно. Во-первых, обратите внимание на оттенки черного. Сам корпус, механизмы, ограничители разброса рук и заголовник имеют разную фактуру и блеск, поэтому не заливайте все одним цветом. Во-вторых, добавьте немного жизни. На тех же ограничителях разброса рук в реальной кабине часто видны характерные сколы. Это добавит модели реализма. Что касается обивки, здесь у вас полный карт-бланш. Цвет подушек варьируется от темно-зеленого до почти светло-желтого в зависимости от того, как сильно они выгорели на солнце. Поэтому смело намешивайте тот оттенок, который нравится вам, и не пытайтесь копировать какой-то один прототип. Ну и в заключение пара фотографий кресла, чтобы вы могли рассмотреть все детали и проводку сзади для самостоятельной доработки. Кстати, о покраске. Хочу показать вам один из вариантов, как эффективно выделить не просто расшивку, а именно фактуру обивки на темповских креслах. Для этого я использую цветные чернила от Валеха. Сначала наношу плотный базовый слой белой эмали, затем слой жидко разведенных темно-коричневых чернил, чтобы они заполнили все микроуглубления ткани. После этого кистью смоченной растворители проходим параллельно поверхности, аккуратно снимая лишний пигмент с верхов. Когда чернила остались только в фактуре, перекрываем все нужным финальным цветом. Получается очень глубокий и реалистичный объем. Это отличный способ выжать максимум из детализации этого кресла. Я с нетерпением жду момента, когда подобная фактура появится абсолютно на всех тканевых элементах этих кресел. Ведь тогда имитация выгорания обивки будет выглядеть совсем по-другому, на принципиально новом уровне. Кстати, для тех, кому 48-го масштаба маловато, у меня есть отличная новость. Прямо сейчас открыт предзаказ на модель Су-34 в 32-м масштабе. Только представьте, на таком объеме всю эту безумную детализацию можно показать еще круче и точнее. На выходе вы получите огромный пепелац длиной более 70 сантиметров. Так что откладывайте в сторону все свои неправильные модели, доставайте заначки и залетайте за покупкой. Серия ограничена, так что медлить не стоит. Ну а теперь, после такой кропотливой работы над каждым мельчайшим элементом, я готов показать вам финальный результат нашей сборки в 48-м масштабе. Смотрим.
Что я могу сказать в итоге? По-моему, получилось просто классно. Запредельная детализация и честная копийность, которой мы и добивались. Спасибо всем, кто провел со мной эти 20 минут в работе над кабиной. В следующем видео мы не сбавляем обороты и займемся покраской створок, стоек шасси, ниш шасси и всего, что с ними связано. Так что не пропадайте, будет интересно. Всем спасибо и до следующей встречи. И в завершении напоминаю, что всю нашу продукцию, ту самую, что вы видели в ролике и не только, можно заказать с доставкой по всему миру на нашем официальном сайте. Заходите, выбирайте и стройте лучшие модели вместе с нами.